Друзья, вот такую штуку я заказал себе интересную. Это тестер, точнее диагностический компьютер. Launch 3001. Прикольная штука такая с дисплеем. Сейчас мы ее распакуем. Вот. В комплекте, значит, у нас что есть? USB-провод для обновления. Вот сюда он вставляется. То есть можно обновлять какие-то новые прошивки на него или так что-нибудь еще. И, собственно, вот такой комп. Чем он хорош? Ну, во-первых, у него есть дисплей. То есть не нужно Bluetooth всякие штуки использовать. Ставить программное обеспечение на телефон и так далее. Вот. И он никаких батареек. Работает от бортовой сети автомобиля. Крышечка защитная, все вставляется и диагностируется. 4 кнопки. То есть удобная штука, минимально не заблудитесь. Есть русский язык по умолчанию. То есть меню на русском. Ну, сейчас подключим к автомобилю, посмотрим, что он может, что умеет. Это C-Reader 3001 версии, то есть это самая такая доступная гражданская, скажем так, версия Launch сканера. Стоит он на AliExpress $17 где-то, примерно 17. И ссылочки оставлю в описании на него. Заказывайте. Удобная вещь. Сейчас мы пойдем и протестируем его. В руке удобно лежит, то есть одной рукой тыкаешь. Вот, не надо там ничего устанавливать, всякие вот такие вот штуки уже не нужны. Вот, это удобней. Так, ну что, протестируем наш прибор. Воткнем сейчас его. Как видите, питания никакого не нужно, батареек там и так далее. Все питается от бортового питания автомобиля. Вот мы зашли, сразу меню открылось у нас на русском языке, кстати. Можно, 4 пункта: диагностика, поиск неисправности, настройки и помощь. Ну, давайте в настройки зайдем. В настройках у нас язык и единицы измерения. Метрическая, все правильно. Язык, там разные, наверное, есть. Это английский, испанский, в общем, русский. Кстати, русский не корявый. Шрифт так себе, а в принципе все читаемо. То есть нормальный перевод. Помощь — это инструкции. Поиск неисправностей. Давайте включим зажигание. Здесь, смотрите, есть база уже вбитая с ошибками. То есть можно конкретно посмотреть какую-нибудь ошибку, вбить ее, и нам скажут, в чем проблема. Либо уже диагностировать. То есть включаем диагностику и идет по протоколам настройка. То есть компьютер сейчас определит, по какому протоколу у нас работает бортовой компьютер автомобиля. Вот, ISO 9141. Ну и вот, собственно, что тут можно сделать. Чтение кодов, стирание кодов, готовность, поток данных, стоп-кадр, тест датчиков кислорода, лямбда-зондов, бортовая диагностика, тест системы управления паров, то есть система EVAP, и информацию об автомобиле можно посмотреть. Ну вот, воткнем. То есть он вот выдает VIN-код, SID, CVN. Так, куда зайдем? Давайте. Чтение кодов. У меня сейчас, правда, нету ошибок. Так, просто продиагностируем. Нет кодов неисправностей. Также можно стереть коды и посмотреть поток данных.
Давайте посмотрим, что за поток данных. То есть это данные с каких-то датчиков. Нужно, наверное, завести. Давайте заведем. Вот у нас циферки какие-то пошли. Температура 86 градусов антифриза. Что там еще ниже есть? Ну тут куча данных. Обороты, скорость, зажигание, градус, температура, MAF-сенсор, сколько грамм воздуха в секунду. Вот на О2 вольтаж какой. Итого 21 позиция здесь разные данных. Лямбда. Первая лямбда, вторая. 1.1, вот 2.1 лямбда показывает. И третья лямбда. Вольтаж. В общем, по сути резюме про этот прибор. Ну, это аналог вот этой маленькой штуки, которую мы все покупаем. Но только преимущество в чем? Не нужно смартфон иметь, не нужно устанавливать программное обеспечение на смартфон, тратить там батарейку, я не знаю. Вот, здесь есть уже дисплей, то есть воткнул, сразу проверил. Вот такой вот приборчик. И, соответственно, у него по шнуру данные быстрее передаются, чем нежели через Bluetooth. Прикольный прибор, советую, в принципе. Launch — это самая такая самая простая модель из лаунча. Crader 3001 или Sereader 3001, как вам удобно будет. Вот такая вот штуковина. Стоит недорого, но зато лаунч фирма. Я думаю, что возьмем, наверное, что-нибудь поинтереснее у них, у лаунча. Какой-нибудь прибор, который будет уже видеть ABS, там коробку и SRS датчики, подушки безопасности. Вот. Но это вот самый простой. То есть это чекалка, по сути. Стоит $17. Естественно, если вы хотите что-то большее, там уже цены дороже будут. Ну, в общем, закажем что-нибудь поинтереснее. Посмотрим, что у них есть.